Аляк Шопен, и мы приехали в аэропорт имени Шопена. И снова всем доброе утро. Здесь почти 11 часов дня. Мы сейчас выезжаем. Все, вещи собрали. Проснулись сегодня в 7 утра и пошли в магазин. Так как у нас ножа нет, вон мою пилочку взяли. Да, и она офигенно режет. Взяли такие мини с этих квадратики, только тут клубника, лаваш, огуречек, помидорчик, и сыр такой кусочек, там на 100 с чем-то рублей. Вышло все где-то на 500 рублей. Сейчас мы пойдем в то место, где у нас на 7 дней забронировано, где мы будем карантин сидеть. Здесь было, кстати, прикольно спать, было тихо, окна очень хорошо изолируют звук, мы вообще в тишине спали. И этот обогреватель хорошо грел, так что все было четко, мы выспались. Сниму сюда путь, просто он прикольный. Такие вот коридорчики. Wi-Fi тут есть, но он такой, конечно, я бы сказала, медленный. И мы заплатили за это, по-моему, 2000. Ну, это же Европа. Тут вон типа чай, сахар, зеркало, медицинская аптечка. Такие коридоры. И вот выход. Тут вот там меня ждет. Полы деревянные. И это 4-й этаж, кстати. Такая прикольная лестница. Но подниматься под нее очень тяжело. Ноги забиваются. Да, все из дерева. Прикольно, на самом деле. Очень красиво. Здесь какие-то заброшенные квартиры. Там что-то не пойми что. Здесь студия рента. Здесь непонятно почему. Может, закрыто. Может, раньше у этих квартир было 2 входа, а потом они заморозили их. Теперь только там вход. Все, мы спустились. Такой красивый дворик. Интересно. Это, кстати, от голубей защита, эти вот штыречки. Вон мы и сюда вчера набирали, когда хостел. Да ладно. Я думала, ты прикалываешься. Вот там же. Ну да, кстати. Вот сюда мы вчера и сюда звонили. Кстати, очень удобно, что нам не надо ни с кем, вот с этим работодателем, рабовладельцем, владельцем этих комнат не надо связываться, ну, то есть встречаться, там, ключ собирать, еще что-то. Удобно, что все по пин-кодам, по паролям, только это было не очень понятно изложено, да, но сама идея клевая. Столько пин-кодов было, что написано пин-код ворот, а мы его ввели, зашли, и на следующую дверь, соответственно, должна была быть пин-код двери. А там нужно было еще раз вводить пин-код ворот. А потом, когда мы поднялись на 4-й этаж, мы уже ввели пин-код двери, чтобы потом ввести пин-код двери от нашего номера. То есть пин-код двери нашего номера был так не совпал. Я думал, что там везде одинаковый пин-код. Короче, немножко непонятно. Смотрите, написано «Ауч», воском депиляция. Смотрите, тут флаг Грузии, прикольно. Просто такая красота, какой-то сказочный дом. И все так красиво сделано, обалденно. Тут прямо улица, посольство Япония, там Грузия была. Улица Ужаздовские. Блин, это так классно. Да, европейская. Прикольно. Посмотрите, какая красота. Это живые цветы. Блин, ну вообще. Министерство технологий, еще чего-то. Может, развитие? А вы мне подскажете, что это? Это улица Новый Свет. Боже, столько красивых заведений вообще. Sleep well. Спите хорошо. Памятники особ ЛГБТ. Конкурс написания своей истории. И награды. Прикольно. Смотрите, сколько листьев, а деревьев здесь нет. Какой-то Николай Коперников. Ничего себе. Что это за здание? Да? Да? Здесь
слева, да, там, наверное, какой-то. Классно. Полиция стоит. Он говорит, это международный какой-то университет. Там группы ходят. Такие картины можно рисовать. Смотрите, как облака быстро плывут. Как будто они реально не настоящие. Я иду сражаться сегодня, мама. А это Стефан, кардинал. Лоди каннабис айскрим. Не знаю, в Польше вообще разрешено это, нет? Легально или нет, пока не знаю. Автобусы тут так пишутся. А в Грузии было очень реально удобно вот с этими табло, когда пишут и минутки, и где какой автобус. А у трамваев вроде такое же, тут есть табло. Смотрите, я думаю, что это полиция везде стоит, да, вот там и там было на протяжении. А тут, видимо, митинг. Это красивый какой-то отель люкс. Вон, видите, полиции машины. Такие в защите все. Лем? Прикольно. Лем. Обалдеть. Да, Вартана любит читать. Это он. Дедушка фантаст. Вон, видите? Турецкое, по-моему, да, это посольство. Patrzcie na nas! Dołączcie do nas! Nie patrzcie na nas! Patrzcie na nas! Dołączcie do nas! Молодежь. Сзади бабушка тоже вышла, смотри. Видишь, да, все за планету, пятница, что-то там, все выходными были. Классно. Представляешь, молодежь, да, какая вообще? Столько лозунгов. Solution, not pollution. Ты можешь нас игнорировать, но ты будешь сожалеть об этом. Обалдеть. Гринпис, да? Вот это молодцы. Пошли с ними. С ребенком идут. Но тут не страшно, что тебя заберут просто за ничто, да? Jesus, I'm not dying for your mistake. Выгляжу я как Иисус, да? Я не умру за твои ошибки. Кажется, за пару часов мы проникнулись Европой. Да. Прониклись Духом свободы. Духом свободы. Make love, not plastic. Занимайтесь любовью, но не пластик. Я просек. Охренеть. Ничего не хотят. Обалдеть. Сколько тут человек, да? Ręce w górę! Węgiel w ziemię! Ręce w górę! Węgiel w ziemię! Ręce w górę, węgiel w ziemię! Ręce w górę, węgiel w ziemię! Węgiel w ziemię! Ręce w górę! Вот так вот молодежь живет в стране и может высказываться свободно, проводить митинги, да, и никто их не заберет за это и не накажет. Как ты сказала, это старый район или город? Что это? Старый город. В Тбилиси тоже есть, да? Олд Тбилиси. Старый. Ярмарка. Вот это площадь. Вау. Тут стоим и обсуждаем, что вот это шоссе, большая дорога, и тут все машины едут. И, во-первых, тихо, да, Вартан? Тихо же. И не шумно вообще, то есть они не напрягают твои уши диким шумом, бибиканьем. Трава едут, тоже тихо. Тут нужно видеть глазами, да? В общем, мы наслаждаемся Польшей, Варшавой, людьми, воздухом, атмосферой. В голове все переворачивается. Мы слишком долго жили, да, в России, там, где этого вообще нет. Нет трамваев.
Да. Все произошло, чтобы произойти. Мы в Венеции. Посмотрите на это дерево, как оно красиво сделано. Это ресторан-кафе. Площадь красивая. Дом магии. Блин, может зайдем? Красивый проходик. Мы уже 2 часа гуляем тут по центру. Много всего прикольного увидели и красивого. Сейчас пойдем в парк посидим, а потом пойдем заселяться. Поедем на автобусе. По дороге на остановку автобуса, который нам нужен, мы вот сюда зашли. Это какой-то дендрологический вроде парк или что. И тут какой-то дворец. Вообще так классно, озеро. Ну, кто знает, подпишите. Разве тут некрасиво? Как будто бы из фильма какого-нибудь. Института благородных девиц. Вон там на колеснице скульптуры. Вот что это. Огород Красинский. Все по-польски. Обидно, что нет английского. Вот это с другой стороны. Какие-то кони с крылышками. Вон там, кстати, мы шли. Вон там вот так мы прошли. Сейчас мы с этой стороны идем. Тут опять красиво. Здесь просто обалденный газончик. Ну все, мы пришли к нашей остановке. Будем ждать автобус. Прикольные велосипедики. В общем, мы выяснили, что этот автомат не принимает карточки, так что мы не можем купить билетики на автобус. И придется нам идти на следующую остановку и попробуем там купить. Это лютеранская церковь, ничего себе. Очередная красивая улица. Это улица Миадови. Это бездомный Иисус. Обалдеть. Мы дошли до этой остановки, и тут эти билетики мы уже купили, карточку принимают. И сидим тут на таких деревянных скамеечках, и они как будто бы с подогревом, они прям реально теплые. Что тут везде, вон, еда лежит? Да. Короче, везде контейнеры с едой, недоеденной и пустые, и, возможно, тут просто раздают бесплатно где-то еду. И там тоже вон сидят всякие такие люди. Смотрите, как интересно, тут велосипеды вот на каком-то замочке так к столбу цепляются. На квартану пчелка прилетела, что она из-за запаха еды здесь. Вот Рыжова, 36. Мы очень долго ехали на автобусе, минут, наверное, 40. И теперь мы где-то на окраине, короче. Ну, здесь мы вроде как 7 дней будем жить. Все, мы пришли сюда, это Магнолия, типа тут очень много апартаментов, и это все, вот это похоже, как в Красной Поляне, там в Олимпийском, точнее, парке, типа Сириус или что-то такое. Нам дали ключик прямо у двери в номер. По-моему, тут была микроволновка. Эй, вот здесь есть. Я думала, здесь микроволновка. Первый этаж с видом на детскую площадку. Это наше жилье на 7 дней. Наверное, сейф. Ой, ванна, это, конечно, круто. Решили поизучать польский. Добрый вечер всем, кто нас смотрит. Всем добрый вечер. У нас 6:30 вечера. Мы только ходили в магазин, закупились. Сейчас вставлю здесь видео, что мы купили, насколько. Мы были в Карифоре. Он тут недалеко. Вот что мы взяли в Карифоре на где-то 1800 рублей. Это мыло, гречка, рис, сыр, оливковое масло, макароны. Чай, творог, сметану, свеклу, сыр, яйца. Чай, вареники. Кусок курицы. И расскажу про 3 вещи. Это покупка сим-карты, магазины и карантин.
Значит, мы вчера вечером ходили в торговый центр тут рядом, называется Factory. Подключили симки с местными номерами. Вообще в Польше где-то 4 основных оператора. Есть Orange, он по Европе, там типа нет роуминга. Ну, кто путешествует, им удобно. Мы выбрали Плюс, называется оператор, он тоже известный. Но было, короче, очень сложно что-то выбрать, потому что странные условия, там типа на 2 дня 5 гигабайт или на 15 дней, там, не знаю, 10 гигабайт. Короче, очень непонятно было, и сама продавщица вообще ничего не знает. Я ее спросила, а вы чем пользуетесь? Она сказала, что у нее какой-то абонемент, я не знаю, что это. Короче, мы так на английском, на русском пытались с ней что-то... Ну, короче, она ничего нам не толкового не подсказала, и мы сами просто каждую коробочку брали, пытались что-то понять, перевести. Там все, конечно, по-польски, по-английски редко вообще, и на продуктах почти нигде нет перевода, только все по-польски. Тоже очень неудобно. Короче, вот, и выбрали там 5 злотых мы заплатили за каждую симку, это где-то 100 рублей, и у нас, короче, там типа вроде как звонки, смски, ммски зачем-то, и мегабайт по 0,19 злотых, по-моему, стоит, то есть где-то по 10 рублей, что ли, или даже чуть меньше. Короче, сложное это дело, вот так вот выбирать. Ну, там можно, мы это взяли, потому что за 15 злотых можно подключить, по-моему, 120 гигабайт на 3 месяца. Просто на карте такой тариф. Пытаемся разобраться с оператором, и тут написано срок действия до 2000 года. Блин, самолет летит. Вчера мы еще ходили в 2 супермаркета. Это Бьедерка, переводится как «Божья коровка». Там цены примерно как в Сочи, ну плюс-минус, немножко, может, дороже, дешевле. Но ценники там все были перепутаны, и приходилось каждый там продукт просто ходить и пикать. А то так вообще не совпадали цены. А вечером мы зашли в Зябку или Жабку, называется, переводится вроде как «счастье». Это такой мини-магазин, и там мало, конечно, вообще выбора, и типа все какие-то странные продукты, нет просто риса, гречки, не знаю, выбора масла очень мало, сыра мало, и, в принципе, все дорого, но если ты покупаешь по 2-3 штуки, там скидки, и там в основном все ценники это так и есть, там по 2, по 3 покупаешь, тогда недорого. Короче, поэтому там почти ничего не купили. Что по карантину, вообще официально по приезду в Польшу тебе даются сутки, чтобы ты нашел там себе жилье, где ты будешь проводить этот карантин 10 дней. И то есть официально наш карантин начался вчера вечером, потому что мы приехали позавчера вечером в 10 вечера. То есть до вчера вечера, 10 вечера мы могли гулять, что хотели делать. Вот вчера же мы сюда и заселились. Вот, и ну как бы мы сегодня ходили в магазин в 3 часа, в 4 дня. И все нормально, пока к нам никто не приходил, не звонил. С какое-то приложение карантинового дома. Там типа по идее надо зарегистрироваться, но пока мы ничего еще не делали. И есть номер, куда можно позвонить, чтобы сообщить им наши местные номера, потому что мы же пока приезжаем, у нас российские были мобильные, мы их и указали, там офицеру рассказали, она их записала, и по идее мы должны позвонить по номеру там куда-то и сообщить им наши другие номера. И мы хотели это сегодня сделать, но сегодня суббота, и там написано только в будни. Кстати, в Carrefour вообще обалденный выбор, и веганское, вегетарианское, просто всякие йогурты, сосиски, я не знаю, кому это интересно. Ну, короче, очень круто, и, в принципе, цены не такие большие. Я там взяла вот сегодня хумус и всякое такое, мы перекусили. В Carrefour мы взяли такой хумус, это веганский йогурт, кокос, хлебцы, свекла и такие колбаски, там куча мяса. И это на все на 300 рублей. Кстати, еще прикольно, что вот сколько мы здесь не гуляли в Варшаве, мы не видели ни бездомных собак и кошек. То есть вообще все с хозяинами, все на поводках. Это круто. И, кстати, Амазону мы тоже отправили свои номера местные. И
адрес, где мы сейчас. Так что мы пока ждем, когда она нам позвонит и скажет нам с доктором созвониться, чтобы мы с ним тоже переговорили. Так что пока ждем.